Распорядок дня: подъем, завтрак, потом проверка, конечно. Маршировали, просто отрабатывали марш, как правильно ходить. Подшивали бирки на одежду, смотрели кинофильм. Часто вообще играете в футбол? У нас прописано по расписанию занятия спортивными играми. В частности, футбол, шахматы, турники. А кепки вот зачем? Вот вы некоторые переворачивают, это для чего? Это, то есть, команды различаются. То есть, чужая, своя команда. В этом году я официально находился в отпуске с 1 февраля по 19 марта. На 2 дня раньше я приехал с основного отпуска в город Калининград, войсковую часть 06414, где прохожу военную службу по контракту. Я приехал 17 марта 2022 года. Происходило стопроцентное противостояние на полку, где был командир полка, замкомандира полка, командующий замполит корпуса полковник Лиманов, где происходило 100% построения, и люди должны были после этого отправиться на следующий день в город Белгород, российскую границу, для выполнения спецоперации на территории Украины. Многие люди пытались отказаться, писали рапорта на отказ. Эти рапорта никто не принимал, юридически их не регистрировали. Делали из тебя просто дурака. То есть добровольно-принудительно запугивали тем, что грозил срок до 15 лет лишения свободы. 4-я рота мотострелковая этого полка находилась на территории Украины, поселок Вербовка Харьковского района вблизи Украины, на протяжении полугода, с марта месяца и по сентябрь. С вопросом мы все обращались к командиру роты гвардии старшему лейтенанту Канана, почему нас не меняют через 3 месяца. Он говорит, был приказ сверху продлить еще командировку на 3 месяца. Все физически и морально устали, измотаны были, бдительность всякую потеряли. После этого мы подходим еще раз, когда прошло полгода, почему не меняют. Он говорит, вы здесь до талого, вам сказали сидеть до весны. Многие опять писали рапорта, обращались, после чего было распоряжение у всех отобрать мобильные телефоны. Практически мобильную связь мы с домом потеряли. Я домой не звонил на протяжении полугода, пока не попал в плен вооруженным силам Украины, которые раз в неделю теперь нахожусь в плену, дают звонить, дозваниваться до своих родственников, живых, близких. Алло. Алло, Танюш, говорить можешь? Обращался к контрразведчику на базу, меня туда возили. Я говорю, я отказываюсь воевать против Украины. То, что никаких бандеровцев и каких-то там группировок я не наблюдал. По защите Донецка, Луганска я не понимаю, каким образом российские войска находились в Харькове, в Балаклее, в Чернигове. Другими словами, Российская Федерация напала на Украину. Я хочу донести до командования, что мы не расходный материал. И меня очень не устраивает, что какого-то Медведчука поменяли на 200 с лишним человек. Прежде чем взять в руки оружие, нужно сначала хорошо подумать о том, не о себе в первую очередь, а о своих родных, близких, матери, жене. То, что я вам скажу, как бы это ни звучало плохо, ты нужен после того, если с тобой что-то плохое случилось, только своей жене, матери и отцу. Командованию ты нужен до тех пор, пока ты на ногах. Если с тобой что-то случится, тебе никто со стороны твоих сослуживцев стакан воды не подаст. Это горькая правда, ее надо признать. Нахождение в плену, я бы вам сказал, что здесь относятся хорошо. Здесь есть строгий распорядок. Со стороны администрации ведется жесткий контроль за каждым военнослужащим. Постоянное построение в 6 утра, в 9 утра. Когда наряды меняются, они людей передают пофамильно по карточкам. Вечером вечеря, завтрак, обед, ужин. И кормят, я бы сказал, на 4, на хорошо.
Дякую. Дякую. Вкусно, очень вкусно, хорошо кормят. А что конкретно вам нравится из меню? Суп хороший, вот картошку дают, салаты вкусные. А что еще дают вот помимо? На вечер бывает кашу с рыбой, бывает тоже картошка, но с рыбой. Чай, хлеб, ну. Может быть, если сравнивать с той едой, которая была в процессе службы, что вы можете сказать? Ну, конечно, несравнимо. Там приходится самому и разогревать, и сухой спирт поджигать, консервы открывать. И здесь уже все тепленькое, свежее, готовое. Конечно, не сравнится с полевыми условиями. Чудовое домашнее питание, то есть так же их дома кормят, вообще четко. Работа вот на кухне, она вам больше нравится, чем какая-то альтернатива, там, я не знаю, с тирсой какой-то вот этой работать или что-то другое? Більше на кухні подобається, нравится, чем в другом месте. А вы вот как-то уже на украинском разговариваете, вы здесь давно? Или... Я з Луганська. А, ви з Луганську. Ось, то ви українську добре, гарно розумієте? Розумію. А, так і скажіть, власне, от що входить у ваші обов'язки? В обов'язки входить роздача їжі, приготування там, картоплі, чистити овочі і прибирання залу потім. Не втомлюєтеся це на такій Ні. роботі? Тобто більше вам подобається, ніж те, що Да, може? тут більше подобається на кухні, ніж десь в другому місці. А що там, які є альтернативи? Ну, там щось роблять на промки. Работа вполне несложная, я думаю. Ну и чем, как говорится, быстрее время летит, ну, когда работаешь. Получается 8-часовой рабочий день. Наверное, лучше поработаю молотком, чем побегу с автоматом. Ну, в армию я пошел, потому что я изначально с самого детства так, хотел служить родине, так сказать. Быть ее защитником. Я пожалел, что я пошел служить. Почему? Ну, потому что я хотел быть защитником, а не нападателем. Я служил с гордостью, а теперь я... А теперь ты испытываешь стыд, как я понимаю. А за что, за какие конкретно действия, возможно, твои или твоих военнослужащих ты вот испытываешь тот самый стыд? Ну, во-первых, стыд за эти мародерства, вот эти военные преступления, которые... Ну, когда я служил, я не думал, что вообще офицеры очень сильно не уважают своих солдат. С тем, что я общался с большинством пленных, с которыми мне приходилось видеться, и они мне рассказывали истории, я скажу, что либо поколение офицеров такое, либо воспитание просто самого. А в чем конкретно это проявляется? Можешь объяснить? В чем неуважение? Ну, когда мне солдат рассказывал, что их взвод просто офицер бросает и уходит, это самый, наверное, такой, скажем, поступок женщины, или даже я даже женщины не могу назвать, какого-то труса самого настоящего. Это понятно, что я не нахожусь ни в санатории где-то там, ни... Можно содержаться, и можно дождаться, конечно, если захотят обмена. С согласием Женевской конвенции сразу огласили, что офицеры могут не работать, но нам предоставили работу, то, что у нас по ней есть отоваривание. А что вы можете вот приобрести за счет отоваривания? Ну, вообще, в основном, мыльно-рыльно и способы, наверное, как сказать правильно, разнообразные товары. Ну, какие, например? Ну, к примеру, чай, к чаю там, и тому подобное. Сигареты.
Да, сигареты есть, а просто мне показалось, что с сигаретами напряг немножко. Нет, с сигаретами нормально. А все работают или кто-то не работает? Кто-то Ну, работает? ну, кто в санчасти, те в санчасти, как бы, кто не имеет, ну, не может работать. У кого проблемы с руками и тому подобное, с ногами. В своей части я занимался тем, что мы перемещались по лесам и чинили узлы связи, антенны. Началось наступление, поскольку ни тактики ведения боя, ничему я не обучен. Всех военнослужащих, которые служили рядом со мной, вот из отделений, начался бой. Вот. Бой этот принять никто не смог, и затем безоружный я все скинул. Выбежал, и, естественно, они увидели противника, врага. Это, неудивительно. Началась стрельба по мне, ранили. Я упал, и затем, они подошли ко мне и всю ситуацию выяснили. А где это было? Это был поселок или село Пески, Ага. Харьковская область. Я оружие держал до этого на присяге, когда принимал военную присягу. Это 24 января 2022 года. Военнослужащие украинской армии насколько быстро оказали медицинскую помощь и вообще как с вами обращались? В 8 часов началось наступление. Через полчаса я получил ранение. В 8:30 и в 9 часов мне наложили турникеты, жгуты, вкололи обезболивающее. Вот. И увезли подальше, потому что там был минометный обстрел. Увезли подальше оттуда. Вот. Обращались они, когда всю ситуацию выяснили, узнали, когда я объяснил, что вообще происходит, относились военнослужащие украинской армии нормально. То есть, по факту, можно сказать, что они спаслись? Да, от своих же. Потому что, если ты хотел написать отказ, форму отказа, для того, чтобы уехать домой там, или еще как-то, то это не представлялось возможным. Не довольно просто написать. Вот, и все. А так хотя бы теперь какой-то шанс есть попасть домой. То есть полгода службы, этот контракт, вам его навязали или вы сами вызвались? Там был, пришел приказ. Сначала пришел приказ на агитацию о том, что нам рассказали неправдивую информацию. Сначала агитировали конкретно заработные платы, говорили, вот как хорошо, там все дела, конкретно деньгами. Потом говорили, что конкретно за обязанности, поскольку я служил в ракетных войсках стратегического назначения, что охрана ПВО, работа в ангарах, там в тылу врага вы никогда не увидите, ничего такого не будет. Вот, так, завлекуха, замануха. Потом пришел приказ о том, что никто не соглашался. Потом уже пришел непосредственно приказ в нашей части о том, что нужно людей набирать. Вот. И условно добровольно подписывается контракт. Все, человек едет. Условно добровольно, то есть все-таки принуждали? Можно так сказать. Я каллиграфист, рисую шрифты, различные, допустим, работы в фотошопе. Для музыкантов рисовал на обложках текст, там, различные группы, оформление и так далее. То есть работаю в графической среде. А как на срочную службу попали изначально? Пришла повестка, все, пошел. Потому что не прийти по повестке в уголовный срок, там от 3 лет, что-то такое. Пошел, все. Пришла повестка, пошел служить. Зараз приведемо, якраз поїло третє і зараз приведемо. Добре, зрозумів. У нас пришел запрос конкретно на энергетиков. У меня энергетическое образование было. В общем-то, так и направили на должность старшего мастера-аккумуляторщика. Изначально тоже не планировалось, конечно, что я буду вообще пересекать территорию границы. Но когда уже приехал в Белгородскую область, там, соответственно, ты уже не особо что-то можешь сказать, потому что ты приезжаешь, это лагерь,
Палатки чаще всего где-то в лесу, то есть это не населенный пункт, ничего. Вот, и там нам в один день, то есть мы там буквально 2 суток пробыли, на вторые сутки нам сказали, что завтра ночью, ну, вернее, завтра с утра, в 4 часа утра, грузимся в машины и пересекаем государственную границу. Бой проходил очень странно, в том плане, что просто в 9, ну, в начале, да, 10 часа утра прибежал, не помню, кто он по должности, зампотех, вроде бы старший лейтенант, тоже фамилии не знаю, сказал, что, мол, грузимся на машины, идем куда-то на юг, держать оборону, то есть, ну, никакой конкретики. Вышли тоже в Пески-Радьковский населенный пункт, мы туда зашли, прошли по этому населенному пункту где-то, ну, меньше километра, там немного совсем прошли, и там, в общем-то, бой завязался. Мы поспрыгивали с брони, соответственно, кто на броне был, кто в машинах. Как бы противник где неизвестно. У нас танки бой приняли, было 3 танка в колонне. Мы ушли в огород. В огороде там перевязали раненых, ну, кто был. Я на тот момент раненым еще не был. Вот, свой жгут, свой бинт тоже отдал. Товарища перевязал. Погрузили раненых и стали решать, что делать. Искать офицеров, искать командиров взводов, командира роты. Никого не нашли. И, в общем, так выяснилось, что их, в общем-то, нет. Они куда-то все исчезли. Возможно, один, который нам и сказал, что мы выезжаем, он, возможно, был членом экипажа какого-то из танков, командиром какого-то танка, потому что вот его я видел за этот день единственного. Но, соответственно, танки в бою, что делать непонятно, пошли огородами. То есть, чтобы не идти по дороге. А там как, ну, поселок, одна дорога, и все, и дома по 2 сторонам. Мы вдоль дороги пошли по огородам. Дошли, потом сидели, думали, что делать, пока команды назначат. На позывные никто не отвечает по рациям. Вот, приехали 2 бронемашины, и все, команда по машинам зазвучала. Мы, соответственно, к машинам двинулись, там снова бой завязался. А вот в ходе боя ранение получил, не знаю, возможно осколочное, возможно пулевое. Вот, тут вот где-то вход сзади, тут вот выход такой большой. И, в общем-то, залез в мотолыгу. Мотолыга это как вроде бронетранспортера. Вот. МТЛБ? МТЛБ, точно. Залез туда, и там как раз были раненых, которых мы загрузили в самом начале боя. Я залез, ну, я помню последнюю команду по машинам, думаю, сейчас машины поедут, тем более машины были заведены на тот момент. Я туда забрался уже раненый. Перемотаться было нечем, потому что я, как сказал, свой перевязочный комплект отдал в начале боя. Вот, ну, а в МТЛБ с ранеными уже ничего и не было. То есть ни перевязочных комплектов, ничего. Нашли в одной из аптечек такую маленькую глянцевую книжку, которая называлась «Мусульманские молитвы». Книжечка, ну, размером с ладонь, наверное. Ее на рану наложили, но настолько она широкая была очень, то есть она даже полностью не покрывала ее, и тоненьким этим пластырем залепили. Ну, потом все-таки нашли бинтом сверху замотали, жгут более-менее. То есть, и мы лежали, ждали. Я в непонятках, потому что я только залез, а раненые они там уже давно были. Я говорю, а почему не едем? А выяснилось, что мехводов-то и нет. То есть машины просто стояли пустые, без мехводов. Ну, механиков-водителей. А куда они делись? Как они приехали тогда? Видимо, они приехали и, да, покинули машины. Куда они делись, честно говоря, не знаю. Так, в этой МТЛБ я досидел до утра с ранеными. Когда я туда залез, раненых было 7 человек. Когда наступило утро, нас оставалось 4. 4, да. То есть скончались от ран остальные. Вот. И под утро мы уже слышим эту украинскую речь. То есть по самим Пескам уже ходили военнослужащие ВСУ
Командование, ну, я так полагаю, действительно, они нас оставили, потому что, как я уже узнал, здесь, в плену, то есть общался опять же с людьми, мы все примерно из одной области в плен попали, что на момент 24 числа, то есть когда был бой, Пески, Радьковский, они уже были в плотном кольце, оттуда уже выехать было просто уже невозможно. То есть они в кольце были, по-моему, числа с 22-го. То есть 2 дня мы находились в кольце и ни слухом, ни духом об этом вообще абсолютно не знали. То есть командование, разумеется, должно было об этом знать. И тот факт, что я не видел ни одного офицера в ходе боя, ну, на некоторые мысли наталкивал. Все-таки я лежал, размышлял об этом. На какие мысли? Ну, что офицеры, в общем-то, ушли заранее или ушли как-то, ну, пешком, не знаю, по отдельной колонной. Я не знаю, как они ушли, но наталкивало на мысль на то, что офицеры все-таки ушли. Что читаешь? Читаю Гою, этот, получается, немецкий художник. Ага, ты искусством увлекаешься? Нет, просто книга на русском языке. Ага. Как проводишь еще свой досуг? Ну, в принципе, играю в шахматы, я читаю книги. И что, интересная книга вообще? Достаточно, да. То есть он написал немецкий философ после войны, то есть после 1945 года, про Гою, как он занимался политикой, искусством. Достаточно занимательная книга, но я ничего не дочитал. В 2020 году я поступил на срочку и спустя 4 месяца подписал контракт. А зачем контракт подписал? Да как-то не хотелось срочку служить. Ну, опять же, зарплата у срочника 2000 рублей в месяц, а мне тогда было 20 лет, то есть как бы ну, такое. А тут предложили 45 тысяч за контракт, и почему бы и нет? То есть, ну, из-за денег? Ну, по сути, да, ну почему бы и нет. Тогда еще не было каких-то намеков на войну, то есть обычная срочка и контракт, ну, альтернативная служба. А расскажите, как вы попали в армию? По пьяни. Вот что конкретно произошло? Ну, был пьяный. Приехал, милиция забрала. В милиции показали пакетик, с чем не знаю. Просто спросили, знаешь, что там такое или нет. Может быть, там мука была или стиральный порошок. Я не могу сказать точно, что там было. И сказали, или езжай в Украину на 3 месяца, или от 4 лет мы тебя посадим в свою собственную тюрьму. Ну вот так, перепугался, решил поехать на Украину. Я с Орловской области. Ну и что там, это деревня или город какой-то? Ну, это обыкновенное село. Но милиция у нас в районе. Поселок Колпна, Орловской области. И что? А чем вы до этого занимались? Ну, я то работал, то не работал. Работы нет особо. А служили вообще? Есть боевой опыт? Ну, Боевого опыт опыта нет. Вообще даже до этого Нет, не служил в 92-м году. А где служили? В Москве, в Стройбате. Только это мне не милиция показывала пакетик, а глава администрации. Какой администрации? Сельской. Кстати, как деревня называется еще? Дровосечная. А как вас взяли? Ну, в плен. Меня бросили вот с этой ногой. Я идти не мог. Когда ваши начали атаковать. Не атаковать, а просто минами закидывать. Машину бросили. Я пока до машины дополз, мне машину погрузили, а машина застряла. И меня забыли, и машину забыли. Я сутки там в машине просидел в кузове. А потом ваш слушник подошел. Спросил русский, я ответил русский. Я говорю, что плен? Он говорит, да. А вот, собственно, соцопросы показывают, что поддержка Путина около среди россиян. Это независимые центры показывают, то есть какие Кремль не контролирует, что поддержка Путина среди россиян 85%, около 85%. Я не знаю, какая поддержка у него в России, но здесь, на Украине, у него, по-моему, поддержки нет никакой. Вот именно вот среди пленных, сейчас вы спросите любого, поддержки нету никакой.
Все хочут домой, и все понимают, что это так. Кинули как мясо. Зачем только? Вот этого непонятно. Что он хотел от Украины, тот же Путин? Я не знаю. Военнопленный Галонский Сергей Иванович, 15.09.74 года рождения. Город Горловка, Донецкая область. Я служил в пехоте, воевал. 101-й полк, стрелковый. 1-й стрелковый батальон, 5-й стрелковый батальон, взвод обеспечения, хозяйственное отделение, пекарь, рядовой. По поводу мобилизации. Вечером поругался с женой, вызвали милицию. Приехала милиция, меня забрали, вместо милиции отвезли в военкомат. До утра продержали в военкомате. Утром под конвоем отвели на призывной пункт. Под конвоем посадили в автобус, отвезли в Янакиево, переодели. Вот. Я сказал, у меня нет документов. Мне сказали, они тебе там не пригодятся, а если в дальнейшем сделаем, все у тебя будет хорошо. Я сказал, что я отсидел 17,5 лет в тюрьме. Вот. Какой с меня вояка. Мне сказали, что будешь воевать, все у тебя будет хорошо. Не хочешь воевать, 10 лет тюрьмы. Я сидел за наркотики, за убийство, за воровство. То есть это 3 ходки. Нет, 4 года, 11 и 2,5. Нам сначала выдали форму в Янакиево. Вот. Привезли ночью в Горловку. В Горловке нас продержали около 2 недель. Там выдали оружие, БК, то есть 4 магазина, патроны, больше ничего. Посадили на электричку, отвезли на поезд, посадили и вывезли в неизвестном направлении. Куда, никто ничего не знал. Потом привезли в Белгород часть. Там мы пробыли тоже 2 недели. Вот. Посадили на машины и вывезли на Харьковскую область. Вы знаете, все так спонтанно получилось. В общем, подходили все и команду дали. В общем, отходить. Основная масса отошла, то есть состав личный. Мне просто сказали собрать сухпайки. Ну, я немножко задержался, и в оконцовке все уехали. Я остался один. Вот. Подпалили БК, начало взрываться БК. Вот. Начали летать коптеры, обстрел. Я обратно вернулся в блиндаж. То есть дождался, пока перестанут взрываться БК. Вот. Ушли коптеры, минометы. Ну, все остановилось. Я вышел и направился в сторону Белого колодца. То есть, точнее, в сторону Бурлука, ну, на Белый колодец. Ага, то есть по факту вас бросили тоже опять-таки ваши Ну, получается сослуживцы. так, да. Меня бросили. Ага. За что я очень благодарен своему командиру взвода. Ну, вы понимаете, в каком смысле благодарен. Я можу українською розмовляти. І що ви прямо луганчанин? Так, я з Луганську. І як ви потрапили до армії? І до якої саме? То був насильственний призов до Луганської армії. Ага. Як він відбувався? До мене прийшли на роботу та забрали в армію. І козаки повезли до війни, я не міг уйти, бо опинився ніби у тюрмі. Ну, я прийшов на роботу устраиватися. А куди прийшов? Хотів на роботу у шахту, а не встиг. Чи можна мамі привіт передати? Мама, привіт, це я знаходжусь декілька місяців у полоні, в тюрмі, в країні. Тут нормальна їжа, нормальні люди, гарне ліжко, багато вільного часу, цікаве ТВ. Сподіваюсь, побачимося в майбутньому. А скажіть, а в чому проблема зателефонувати мамі, наприклад?
Я номер не пам'ятаю.